Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет! Приехала ко мне тушка фонарика. Приехала из магазина Heimerdinger. Хотя, друзья, здесь никакого бренда и не указано. Ну, не указано. Будем считать Heimerdinger, поскольку куплено там. Так, что мы имеем по факту? Имеем такой же пластик, как и у остального инструмента от Heimerdinger. То есть все отлично. Пластик инструментальный, очень крепкий. Прорезиненные ручки, прорезиненный у нас ободок и полностью, видите, в резине вся верхушка. То есть как бы его и бросить так и не страшно, даже на бетон. Имеется у нас три вот таких вот ярких белых светодиода и четвертый это у нас красный светодиод. Значит, режимы свечения у нас, давайте я вам покажу. Это у нас включаем сразу три ярких, режим мигалки и красный светодиод. И следом выключение. Получив данный фонарик и включив его, я было сразу расстроился. Расстроился тем, что, смотрите, включаем, да? Вот такой вот ареал не особо подсвеченный. И внутри у нас большое такое яркое пятно. Если мы фонарик поднесем чуть ближе, мы можем сосчитать раз, два, три светодиода, да? Вот они хорошо и отчетливо видны. Вот, мне это поначалу не понравилось. Почему? Потому что точка какая-то, ну я его брал для ремонта автомобилей, не больше. Точка какая-то засвеченная, а все остальное как бы и не то подсвеченное, не то подсвеченное. Вот. Но вчера, покрутив автомобиль до 10:30 ночи аж, то есть автомобиль у меня висел на подъемнике, делал я точечные работы. Точечные работы какие? Заломал болт в балке, в задней балке, болт сайлентблока. Вот, и мне нужна была точечная подсветка, поскольку были и сварочные работы, а в маске надо видеть, что и куда варить. Вот. И я был, честно говоря, приятно удивлен. То есть я поставил данный фонарик на пол, примерно такой угол сделал, и эту белую точку, она у меня получилась примерно такого диаметра с пола. То есть все мое рабочее вот это вот место отлично освещало. Не то, что я хвалю, нет, но высказываю свои, друзья, впечатления. Вот. И мне данный фонарик в этом очень даже помог. И, соответственно, понравился, поменяло свое мнение. Еще я не пробовал, как он бьет в качестве походного фонаря. Сегодня ночью стемнеет, выйдем на улицу и посмотрим, как он бьет вдаль. Ну, куда вдаль? Там выйду на свой участок, да, освещу, какие деревья, да, баньку да вольер. Посмотрим, как он осветит с метров 35-40. Да, 40 метров у меня, допустим, с домашнего порога. А так вот для подсветки автомобиля даже я бы сказал, отличная штуковина. Поэтому можете присмотреться, если кому интересно. Ссылку я, как всегда, на все товары оставляю в описании к видео. Что меня еще заинтересовало? Смотрел я один обзор, и человек увидел в эти вот вентиляционные отверстия, вот вам, наверное, тоже видно, такой здоровенный, кажется, алюминиевый радиатор. Поначалу я думал не разбирать данный фонарь, что тут толку разбирать, когда тут кнопка и светодиоды. Но я тоже присмотрелся к этому радиатору. И, честно говоря, я не понял, алюминиевый ли это радиатор, либо это пластик. Вот в такой вот серебрянке. Поэтому было решено его разобрать и посмотреть самому и показать заодно вам. Все, ставлю на паузу, разбираю, и мы с вами его вскроем. Итак, народ, разобрал я с горем пополам наш фонарик. Почему с горем пополам? То есть раскрутил я все винты по периметру видимые, да? А вот эта вот область сейчас, ну никак не разбиралась. Чуть не сломал уже рукоятку. Потом я пошурузил пальцем по этикетке и нащупал там отверстие. Попросил сына, он аккуратно снял этикетку. Я раскрутил еще один винт, поэтому имейте в виду. Разбираем. Хоп. Смотрим сюда. Опять же, пластик, видите, классный. Отличное исполнение. И опять же, все эти вот прорезиненные, как я называю, а-ля заклепки. То есть насквозь. Есть у нас вот такая пружинка, по ходу, под трещотку. Так, и смотрите, чего. У нас есть целый контроллер под данный фонарик. Честно говоря, я думал, тут просто... С площадки питания идут провода на кнопку и на фонарь. А здесь у нас целый какой-то контроллер. Ну, в принципе, подошли как-то они, китайцы, к этому фонарю. С энтузиазмом, я бы сказал. Так, и по поводу кнопочки. Не помню, сказал, не сказал. То есть у нас идет
не полноценная кнопка, а идет а-ля имитация такой клавиши, под которой у нас вот эта резинка находится просто микрик, который, ну, просто нажимается через резинку. Поэтому не давите сильно, имейте это в виду. Ну и давайте смотреть, есть ли там... Ага, тут как разобрать? О, поехала. Есть ли там какой-то радиатор? Ух ты! Не ожидал, честно говоря. Я думал, все-таки здесь какой-то пластик крашеный. Смотрите, какой радиатор. Фу, это даже удивительно. Здоровый, массивный радиатор. Шикарно. Ну, дальнейшая разборка, я думаю, уже ни к чему не приведет. Можем смело собирать. Я думаю, все мы с вами здесь посмотрели. Паечка блестит. Фокус. Проблема с фокусом. Паечка блестит. Отлично спаяна. Пайка ручная, конечно. Здесь на плате тоже пайка отличная. Вот. Поэтому вопросов быть не может. Все. Собираю фонарь. Покажу, заработает ли после сборки. Итак, фонарик собран. Фонарик опять в работе. Все у нас работает. Все отлично. Осталось прилепить только этикетку на место. Итак, смотрим работу фонаря. Раз. Работает. Раз. Работает. И красный свет работает. Все. Ждем ночи и посмотрим, как он освещает подмашинное пространство и, соответственно, на улице. Смотрите, вот горит прямо навстречу камера свет, и я сейчас на стенку направлю фонарик. Посмотрим, перебьет свет или нет. О, смотри, какой яркий пучок. Светильники у меня по 50 Вт. Глазом смотреть невозможно. А свет, видите, перебивает. Вот. Вожу этим пучком по всей стене, по машине, по подъемнику. Шикарно. О, на белой стене вообще такое засвеченное аж пятно. И красное пятно тоже. Давайте посмотрим. Вот, даже напротив светильников можно присмотреться, оно видно. Итак, народ, я в гараже, в яме, как видно, специально включил свет. Создать такую не особо темную обстановку и посмотреть разницу в подсветке. Вот под машиной, видите, абсолютная темнота, можно сказать. И включаем наш фонарь. Все, буквально мы можем с вами ремонтировать и делать. Все отлично видно. То есть фонарик, можно сказать, шикарный для таких работ. Вот. Подождем еще, чтобы на улице стемнело, и посмотрим, как он бьет на улице. Вот, все видно. Видите, я вам рассказывал про это вот яркое пятно, которое мне не понравилось. Но для таких вот точечных работ просто шикарно. Направляем этот свет или световое пятно в эпицентр нашей трудовой деятельности и работаем. Отлично. Ну, телефон, конечно, вернее, камера телефона делает свое дело. Где-то притемняет, где-то подсветляет, но... Вот, видите, засвет получается в этом пятне, но глазами это просто шикарно все видно. Просто отлично. Все, ждем ночи. Ну что, народ, на улице ночь. Горит фонарь. Извините за фокус. Телефон такой фокус темный никак не хочет брать. Врубаем наш фонарь. Бах. И вот так вот это все дело у нас освещено. Просто отлично. Не знаю, как получится у нас на съемке, но вот здесь он берет просто шикарно. Вон дальнее дерево, пожалуйста. И макушечка. К сожалению, на видео при монтаже это все может быть не видно. Но вы уж извиняйте, я по-другому снимать не умею. Итак, режим мигалки. И красный. Вот этот вот фонарь. Вот куда он бьет. Вот до туда примерно от меня метров 45. Так, а дерево? Ну, на дереве уже он расплывается и к нам подбегает. Все, народ, на этом наш обзор закончен. Видите, как просвечиваются светодиоды сквозь корпус, сквозь решетку.
Значит, обзор заканчиваем. Будем с вами прощаться. Ссылочка на данный фонарь, как всегда, в описании под видео. Заходите, смотрите. На этом всем огромного здоровья. До новых встреч, до новых видео. Желаю, чтобы все.